Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С Новым годом вас, друзья! С новым вас счастьем! С новым 2024 годом зеленого деревянного дракона! Пусть дракошка принесет вам только счастье, благополучие и процветание вам, вашим родным и близким. Сегодня мы с вами начинаем расклад на канале Энергия Таро. Первый расклад в этом году у нас про Анастасию Ивлееву. В ночь 20 на 21 декабря минувшего года Настя Ивлеева устроила голую вечеринку в столичном клубе «Мутабор», равнодушным которому не остался ни один уважающий себя пользователь соцсетей. У меня на канале также есть короткое видео о данном мероприятии, о котором мы сегодня и поговорим, разберем подробнее. Но для начала выясним, кто такая Анастасия Ивлеева, что она из себя представляет и почему российская СМИ пиарит данную персону так, что они слышны из каждого утюга. Перед тем, как мы с вами начнем данный расклад, я хотела бы поблагодарить всех своих подписчиков за то, что вы остаетесь с нами в этом году. Каналу всего лишь год. 4 января 2023 года мы открыли свой канал Энергия Таро, и мне очень приятно, что уже столько подписчиков набралось на нашем совсем еще молодом канале, хотя практикую я очень давно и карты Таро, и обряды, но именно в 2023 году почему-то возникла мысль открыть свой YouTube-канал, свой контент. Я напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, есть обряды, мы также делаем обрядовые восковые свечи своими руками. Пожалуйста, за обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами пишите мне в личку. Также у нас есть два закрытых канала. Один из закрытых каналов называется Boosty. Вы все, наверное, его уже знаете. Переходите, пожалуйста, по ссылке или QR-коду. 299 рублей стоит стоимость канала в месяц. Там все самые свежие, самые интересные, топовые видеорасклады, шок-контент, которого не будет здесь, на YouTube-канале, потому что YouTube может заблокировать данный контент. Я хочу поблагодарить всех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале на Boosty. Вы помогаете нам становиться лучше, и для вас мы делаем лучше наш контент. Сегодня с нами карты черной воды, и, конечно же, мы сейчас будем говорить про Анастасию Ивлееву. Первый вопрос, который я бы хотела задать, это характеристика личности Анастасии Ивлеевой до того, как она стала популярной, и после того, как она стала популярной, да, естественно, сейчас. Потому что характер человека может меняться со временем, какой она была до известности и какой она стала. Давайте узнаем. Итак, характеристика личности Анастасии Ивлеевой до того, как она стала популярной, и после. Характеристика личности Анастасии Ивлеевой. Покажите нам, пожалуйста, карту характеристику личности Анастасии Ивлеевой до популярности и после. До популярности. Король Пентаклей. У человека всегда была мания величия. Человек всегда хотел перевернуть горы, перевернуть этот мир, сесть на трон, как говорится, да, но чего-то не хватало. Король стоит у трона и не может на него сесть. Все почему? Потому что чего-то не хватает. Не хватает ума, не хватает мудрости, возможно, какого-то величия, да, не хватает денег тех же самых. Или, возможно, человек живет не в том городе, в котором нужно. Но вот когда я доберусь до того самого города, так думает Анастасия Ивлеева по королю Пентаклей, вот тогда уж держитесь, вот тогда я сяду на трон, и он будет мой. Всегда у человека в руках была корона, которую человек не мог на себя надеть. Почему? Потому что действительно, возможно, не было возможности, извините меня за тавтологию, да, я не могу сесть на трон, потому что нет возможности, нет денег, я живу не в том месте, не в то время, я не знаю, да. Король Пентаклей говорит о том, что родители с самого детства человека поощряли, говорили: какая ты распрекрасная, ты наша принцесса, ты наша королева, да. Причем король Пентаклей характеристика личности не женская, король Пентаклей характеристика личности мужская. Это такая мужская фигура внутри маленькой девочки, дамочка с яйцами, хочется сказать, да, которая всех сразит наповал своим мышлением и своим словарным запасом, да, как мужчина мыслит, и как мужчина хочет продвигаться вперед. По головам пойду, только бы сесть на этот трон. Вот такая вот интересная характеристика личности была у Анастасии Ивлеевой. Немножко пацанка такая, да, с детства. Парни тоже ей проходу не давали, потому что девочка такая красивая, казалось им тогда, что благородная, да, даже в подростковом возрасте она внушала такую симпатию. Своя такая в доску девчонка, но тем не менее мечтающая о каких-то больших высотах, о большом городе, опять-таки о троне, где будет нарисован Пентакль. А Пентакль у нас
это деньги, да, пентакль, причем похож на пентаграмму, а пентаграмма – это черная магия. Неважно, каким путем мне достанутся деньги, самое главное, они должны мне достаться, да, потому что я хочу быть богатой, я хочу быть известной, и я хочу сесть на этот трон, чтобы на меня все смотрели, чтобы говорили: ах, какая прекрасная, ах, какая замечательная, ах, какая красивая. Но хочу, чтобы на меня смотрели не просто как на королеву, а хочу, чтобы на меня смотрели как на короля. Да, действительно, эта женщина умеет зарабатывать деньги, как настоящий мужчина. Вот так думала про себя Анастасия Ивлеева, и такая характеристика личности у нее была до популярности. Давайте посмотрим, какая сейчас Анастасия Ивлеева. Вот сейчас, на данный момент. Туз мечей. Туз мечей мне что-то не дает... Что-то не дает мне действовать самой, меня что-то останавливает. Ощущение такое, что Настя сейчас под кем-то в каком плане? В том плане, что есть некий высший разум, есть некий хозяин, который не дает ей передвигаться самостоятельно, держит ее руку, прям, знаете, меч воткнул в ее руку и держит, чтобы она самостоятельных решений, рукотворных решений не принимала. Хотела Настя одного заработать деньги, ей это удалось, у нее это получилось. Однако, извините, небольшой расфокус, друзья мои. Однако решение принимать самостоятельно, как она хотела раньше, у нее не получается сейчас. А возможно, потому что она подписала действительно темный договор. Об этом мы с вами говорили в коротком видео, которое я записала у себя на канале, да? То, что у нее было посвящение на этой голой вечеринке. Посвящение как раз вот в слуги беса, в слуги сатаны и посвящение вот в этот темный договор. Возможно, Настя стала более мягче, да, более женственнее. Возможно, есть какой-то мужчина, который управляет ей, ее финансами, да, и говорит ей, что и как сделать. Но мне тут идет такое ощущение, у меня идет такое ощущение, что над ней кто-то выше, берите выше, да, берите лучше обычного мужчины. Здесь как какой-то бес над ней, и в нее как будто вселяется какая-то темная сущность после подписания этого темного договора, которая не дает ей шаг вправо, шаг влево делать, иначе расстрел, да, иначе меч засадит в нее. Обратите внимание, что карта большая, туз, и кто-то над ней как пешкой водит по шахматной доске, да, что ей делать, куда ей посмотреть, куда ей податься, кому отдаться, как говорится, да, что написать в соцсетях. Здесь я не вижу ее конкретной характеристики личности. Здесь я вижу ослабленную девочку, ослабленную душу несчастливую, которая ходит под кем-то и является рабой некого хозяина, который приказывает ей, что ей делать. Какого-то подселенца я вижу в ее теле, который ей управляет. Вот об этом речь. Хотела денег, получила славу, но тем не менее самостоятельных решений принимать не может. Потому что подписала, соответственно, темный договор. Об этом у нас будет, да, разговор сегодня по поводу Насти. Подписывала или не подписывала, на самом деле, мы все узнаем. Итак, второй вопрос. Детство. Это тоже очень важно, да? С детства начинается наше становление нашей личности. Детство Анастасии Ивлеевой. Были ли травмирующие события, повлиявшие на ее становление личности? Детство Анастасии Ивлеевой. Были ли травмирующие события в жизни Насти, повлиявшие на ее становление личности? Были ли травмирующие события в детстве Насти, повлиявшие на ее становление личности? Ну и просто посмотрим детство, да, даже если не было каких-то травмирующих событий, мы просто взглянем на ее детство с изнанки, с другой стороны посмотрим, да? Угу. Тут ощущение такое, во-первых, что денег было мало, да, вроде родители любили друг друга, тут мужчина, который любит женщину, женщина, которая любит мужчину, но мужчина, вернее, простите, как будто какой-то такой некий ловелас, да, либо он флиртует с другими женщинами, уходит от матери Анастасии Ивлеевой, соответственно, да, как будто флиртует с другими женщинами. Вот мне кажется, как ловелас какой-то, да, своей собственной рукой портит всю их жизнь, всю их семейную жизнь. И потом после этого становится очень тяжело. Тут либо какой-то уход был мужчины из семьи, то есть мужа,
и, соответственно, отца Насти, да, какой-то уход из семьи, и потом было очень непросто, очень тяжело сводить концы с концами, потому что было мало денег. Паша Пентакли указывает на мелкую какую-то денежку, на мелкое наличие, да, суммы в семье. И здесь по роковому стечению обстоятельств Насте поступает некое предложение, которое она изначально думает, принимать или не принимать, но связано с какой-то любовью. Вот как будто, как ее любимый человек, или по любви как-то она перебирается в другой город, да, в Москву. Здесь ощущение такое, что ей делают предложение, она полностью в омут с головой. Сначала боится его принимать, а потом идет за этим человеком. Человек дает ей какое-то право выбора. Поехали со мной. Я тебя люблю, поехали со мной. По роковому стечению обстоятельств, по карме, по судьбе, называйте как хотите, да, она в любом случае по страшному суду должна была переехать в столицу. Но это уже я вижу не детство, это уже я вижу юность ее, да, даже не подростковый возраст, но именно что касается детства, здесь как-то отец, мужчина, мужская фигура как-то не очень хорошо поступала, то ли мало денег он зарабатывал, да, и с этой малой толикой денег как-то пытались справиться мать и дочь, соответственно, да, и как-то своими руками он портил отношение Насти к ключевой фигуре отца, то есть к себе, и как-то своими руками он набедокурил в семье, что-то он сделал такое, либо изменил, либо сходил налево, да, либо просто он мало денег получал, не зарабатывал, не хотел развиваться, вот как-то он здесь очень сильно подпортил Настино впечатление вообще в целом о мужчинах, и у нее немножечко исказилось представление о нормальном мужчине. Было очень тяжело, очень непросто, то ли из-за его ухода из семьи, то ли из-за его какой-то измены, то ли из-за того, что было мало денег, либо все вместе, все в кучу. Здесь может быть что угодно, да, и деньги, и мужчина как-то подвел, то есть отец в семье как-то подвел. И после этого, после того, как детство отходит на задний план, да, детство было стандартное, как у любого, наверное, ребенка, который родился в постсоветское время, да, насколько я знаю, ей 30-32 года, как мне 33, и по страшному суду потом она переезжает в другой город, так как ей любимый человек делает предложение какое-то. Вот здесь об этом речь. Стандартное детство с какими-то своими тараканами в голове у ее отца. Заключала ли Евреева темный договор? Вопрос, конечно, риторический скорее, да, потому что все люди, известные сейчас и вещающие буквально из каждого утюга, естественно, заключали этот темный договор, потому что никакого особого таланта, вы уж меня извините, поклонники Насти Ивлеевой, она не имеет, я так считаю, это мое личное мнение, я имею на него право. Сейчас это никак не относится к гаданию, просто я считаю, что очень талантливые люди есть у нас в стране, и почему-то их нет на экране нашего телевизора, да? Заключала ли Настя Ивлеева темный договор? Заключала ли Настя Ивлеева темный договор, чтобы стать звездой и изменить свою жизнь, перевернуть все? Башня. Да. Да, заключала, конечно, заключала и стала пленницей чьей-то, да? Да, подписала собственной рукой, собственноручно подписала, и здесь не только собственной рукой подписать. Туз кубков еще говорит, что кровь, которая течет по моим жилам, которая течет по моим венам. Помните, я в договоре с темными сущностями, в договоре с дьяволом, где-то здесь появится ссылка на данный расклад у меня на канале, я говорила о том, что кровью нужно закрепить, либо съесть плоть от плоти друг друга, да, извините меня за подробности, либо кровью как-то закрепить данный темный ритуал. Так вот здесь ритуал был закреплен кровью, после чего вся жизнь Насти перевернулась от А до Я вообще, да, на 180 градусов. Рыцарь жезлов нам говорит, что да, действительно, Настя заключала темный договор, и было это достаточно давно по звезде. То есть вот не прямо сейчас, на голой вечеринке это было скорее просто обряд посвящения, потому что посвящают человека, заключившего темный договор, не сразу, через какое-то время, через продолжительное время. Заключила она его очень давно, потому что хотела поменять всю свою жизнь. Десятка – это перемены к лучшему. Перемены к лучшему, но во главе с такими картами для нее это может быть, конечно, перемены к лучшему, но вот не для ее души, да. Денег она получила с лихвой, денег и славы, но ее душа стала заложником. Восьмерка мечей говорит о том, что она стала заложником дьявола, да, бесов, сатаны и так далее, называйте как хотите. Тот, кто не верит в данных сущностей, ну, вы же верите в Бога, да,
Есть и Бог, есть и дьявол, и есть, соответственно, кое-какие другие сущности. Об этом я вам расскажу подробнее в этом году, обязательно сделаю на них расклад. Так вот, став заложником дьявола, она, конечно, заимела много денег, успеха и так далее, но перевернула свою жизнь на 180 градусов по башне. Да, заключала достаточно давно. Скорее всего, тогда, когда вот стала известной, да, когда стала вещать буквально со всех экранов нашей страны. Условия данного договора. Условия темного договора, заключенного с Анастасией Ивлеевой. Условия темного договора, заключенного с Анастасией Ивлеевой. Сейчас, секундочку, друзья мои. Условия темного договора, заключенного с Анастасией Ивлеевой. Никогда не будешь прежним. Любить не сможешь. Ну, наверное, это есть в любом темном договоре, да, здесь скорее не для открытого канала, но я постараюсь объяснить как-нибудь на пальцах, как говорится, да. Условия данного договора, во-первых, что ты от и до меняешь полностью свою жизнь по десятке мечей, никогда не сможешь воплотить всех своих задуманных планов, вот какие были у тебя в голове, иметь семью, иметь детей. Нет, этого не будет, да, потому что ты будешь вести разгульный образ жизни. И разгульный образ жизни здесь подразумевает выпивку, алкоголь, наркотические вещества, да, уход куда-то в астрал по тройке кубков, проведение всевозможных вечеринок, голых вечеринок, да, которые будут пропагандировать секс, алкоголь, наркотики для молодежи и, соответственно, неправильную любовь, потому что Анастасия Ивлеева не является гетеросексуальной особой, да, скажем так, да, ей нравятся мужчины, но она уже не может любить мужчин по-прежнему, как она делала это раньше, да, когда она еще не заключила темный договор. По четверке кубков здесь говорится о том, что так, как раньше любить и чувствовать любовь, ты уже не сможешь, ты сможешь ее чувствовать и проводить через себя только если ты будешь женщиной, как однополая любовь. Здесь женщины указаны у нас на карте. Два персонажа и две женщины. Однополая любовь, над которыми летает Амур. Да? Будет что-то неправильное в твоей любви. Ты не сможешь иметь семью, детей. Будет что-то неправильное в твоей любви, потому что ты не сможешь чувствовать, ощущать нормальных женских, человеческих чувств мужчине. И это твоя карма, да, это твой страшный суд. Ты подписала это, и ты на это согласилась. Не сможешь ты зачать ребенка, не сможешь ты иметь семью, все перевернется с ног на голову. И будет совершенно не так, как у тебя было. Да, она там встречалась, я помню, с Элджеем, еще с кем-то. Это совершенно не мешает ей спать, гулять, развлекаться с мужчинами. Нет, я не говорю, что вот она все, как, знаете, как закодировали человека. Нет такого. Но испытывает она страсть влечения именно к женщинам, и семьи, детей сейчас иметь не хочет и не будет по условиям темного договора. А если даже вдруг захочет, и вдруг у нее появится ребенок, но этого не будет, да, по картам я это вижу, то здесь кара тебя, да, небесная ждет, скажем так, если это можно так сказать. Ну, кара не небесная, а низов, скажем так, да, от дьявола. Поэтому развлекайся, веселись, пропагандируй все самое плохое, алкоголь, наркотики и бла-бла-бла, как у нее в вайнах, да, она постоянно пьет винишко. Я не знаю, смотрели вы ее вайны в Инстаграме или нет, но здесь именно пропаганда. Ты должна пропагандировать нездоровый образ жизни и сама должна быть в нездоровых отношениях с женщиной, потому что ты не сможешь зачать ребенка таким образом и не сможешь создать семью. Вот такие условия договора Насти Ивлеевой, потому что для каждого есть свой индивидуальный договор, в какой-то степени он общий, и кое-где прописываются какие-то общие регламенты данного договора, скажем так, но здесь вот конкретно чисто под каждого человека индивидуально заточен данный договор с дьяволом. Почему Анастасию Ивлееву везде показывают сейчас? Для чего это нужно? Мы уже выяснили, что, скорее всего, это пропаганда для молодежи, да? Пропаганда ЛГБТ, хотя у нас в стране она запрещена, пропаганда однополой любви, потому что ее шоу вызывают сомнения и вопросы большие. Я имею в виду ее YouTube-шоу. Посмотрите его. Почему Анастасию Ивлееву везде показывают? Для чего это нужно?
Почему? Почему Анастасию Ивлееву везде показывают? Для чего это нужно, друзья мои? Извините, время проверяю, просто очень важно. Почему Анастасию Ивлееву везде показывают? Для чего это нужно? Двойные стандарты, чтобы у людей были, да? Да, это двойные стандарты, чтобы люди, да, были жертвами, скажем так, сегодняшнего мира, да, мировосприятия. Жертва собственного мировосприятия. Угу. Чтобы выросли эгоисты, нарциссы, чтобы у людей башню срывало, да, от вида ее персоны, да, собственно говоря, она пропагандирует все плохое, все злое, что есть на этой земле, чтобы у людей были двойные стандарты. Вроде бы есть нормальная любовь, да, вот она, туз кубков и солнце, но в то же время туз кубков и солнце не всегда правильно, как думает сейчас молодежь, да, это не всегда верно по башне. И молодежь должна заблуждаться, вот, идти в заблуждение. Колесница и повешенный человек идти в заблуждение, подчиняться двойным стандартам, и любовь, которая есть на этой земле, ну, возможно, она не такая уж и правильная, эта любовь, потому что есть какие-то другие варианты, да, вон, пожалуйста, блогеры пропагандируют ЛГБТ-сообщество, голые вечеринки, да, когда нормально приходить практически без трусов и снимать это на камеры, и, соответственно, показывать это нормальному народу, ну, возможно, вот эта любовь, она неправильная, возможно, чтобы у молодежи все перевернулось в голове, понимаете? Для того, чтобы навязать двойные стандарты. Она нужна именно для этого. Естественно, она не распространяет чистоту и какое-то тепло, какую-то любовь, не пропагандирует это, понимаете? Какие-то духовные ценности, этого нет. Но как можно пропагандировать духовные ценности посредством вот такой вот голой вечеринки даже, да? Ну и, соответственно, у нее до этого были очень странные вайны и видео на ее YouTube-канале, если обратили внимание. Почему Анастасия Ивлеева так резко изменилась, то есть похудела? С чем это связано? Буквально недавно я видела ее с формами, красивая грудь, шикарная 5-я точка, да, и тут вдруг от человека ничего не осталось, но как ничего не осталось? Она стала худенькая, как тросточка, как гимнастка. Мне даже муж говорит, ну как это все у нее так резко подтянулось, что, ну когда худеешь, обычно как бы все начинает провисать. Я понимаю, что она занимается спортом и так далее, но буквально месяц назад, ну, 1,5 месяца назад, от силы 2, хорошо, она была вот такой вот девочкой с формами. Если даже начнешь заниматься, формы так быстро не пропадают. Куда все это исчезло? Давайте узнаем, магия это или не магия. Ну, может быть, она действительно предрасположена, да, к такой конституции. Почему Анастасия Ивлеева так резко похудела? С чем это связано? Говорили, что она употребляла препарат для диабетиков, вкалывала его себе для того, чтобы похудеть. Якобы сейчас это очень модно у голливудских звезд и, соответственно, у наших. Наши все копируют сразу, да? Связано ли это с этим, как раз-таки, да, препаратом? Почему Анастасия Ивлеева резко изменилась, похудела? С чем это связано? Связано ли это с препаратом для диабетиков? Нет, конечно, это все путает дьявол. Ну какие диабетики, о чем вы говорите, да? Здесь все делает дьявол за нее, посмотрите, она его марионетка, и он ее держит за свои веревочки. Темный договор, ну а как вы хотите? Я даже вытягивать ничего не буду. Это черная магия, друзья мои, да? И похудеть так, и сохранить свою молодость и красоту тела невозможно так быстро. Как я вам уже сказала, даже если бы она занималась очень долго в тренажерном зале, препарат для диабетиков, это просто сокрытие преступления, скажем так, если это можно так назвать, да? Это черная магия, это дьявол. Цель голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. Для чего она была организована? Цель голой вечеринки, карта упала, Анастасии Ивлеевой. Для чего она была организована? Цель голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. Для чего она была организована? Так. Магия там происходила какая-то, некая королева кубков там была на этом мероприятии, да? Королева кубков, королева разврата и похоти там какая-то была, да? Из наших звезд, да, какая-то из них. Кто является там главной, скажем так.
на сегодняшний день главной королевой нашей сцены, нашего шоу-бизнеса. Вот она там была, и там происходили какие-то ритуалы. Ритуалы сексуального характера, Паж жезлов говорит нам об этом, да. И все то, что нам показывают людям по солнышку, да, все это не совсем так, потому что, возможно, там происходило нечто большее, что не попало, естественно, на камеру. На камеру попало только то, что могло попасть туда, да, людям показали не все. Пятерка мечей, что-то с собой унесли. Там происходили некие ритуалы сексуального характера, потому что там присутствовала некая дама, которая как раз-таки пропагандирует вот эти ритуалы, да. Да, конечно, ритуалы, пили кровь, пускали друг другу кровь, секс, кровь, кровь и вампиры. Сами знаете, да, если кто-то смотрел фильм про Дракулу, про вампиров, очень сильно связана интимная тема и тема вампиров, да, там всегда показывают красивых сексуальных женщин, которые пьют друг у друга кровь. Если мы посмотрим Дракулу Брэма Стокера, то как раз там об этом и говорится. Так вот, здесь были какие-то ритуалы, связанные с кровью, с интимом, и там была не Анастасия Ивлеева, главной заводила это всего, да, там была некая женщина. Но это как посвящение, да, это действительно было посвящение человека, посвящение Насти Ивлеевой в, скажем так, слуги сатаны, да, если это можно так назвать. Там действительно происходил хаос. Ритуалы с мужчинами, главное, как совокуплялись с мужчинами, да, а молоденьких мальчиков туда приглашали для того, чтобы с ними совокупиться и произвести какой-то ритуал для Насти, и делала это все некая королева кубков, которая там присутствовала, полуобнаженная. Тут как раз она полуобнаженная, в чулках и корона на голове, да, но эта королева, это не Настя. Настя всего лишь раба системы, скажем так, да, их система. Следующий вопрос. Знали ли вышестоящие органы и правительство Российской Федерации о предстоящей вечеринке Анастасии Ивлеевой заранее? Знали ли вышестоящие органы и правительство Российской Федерации о предстоящей вечеринке Анастасии Ивлеевой заранее? Конечно, знали, что начнется вакханалия и знали, что начнется хаос, да, знали, что все будут писать, что все будут смотреть, да. Ну, тут интересно так. Да, знали, что начнется что-то новое. Вот интересно, что эта вечеринка, она была нужна не только для звезд шоу-бизнеса, да, но и для властей. Потому что после десятки мечей, после вот этой порки, скажем так, публичных звезд, да, что-то начнется. Начнется что-то заново. Возможно, издадут и выйдет какой-то новый закон, да, или что-то будет, что-то рукотворное, написанное человеком. Вот после десятки, после того, как абсолютно все пробегутся по Анастасии Ивлеевой, да, своими глазами, своими языками, скажем так, да, после публичной порки всех артистов будет что-то новое, что-то введут. И это нужно было не только звездам шоу-бизнеса, но и, соответственно, правительству. Итак, друзья, следующий вопрос. Накажут ли артистов, которые находились на голой вечеринке, каким-либо образом? Накажут ли артистов, которые находились на голой вечеринке Насти Ивлеевой, каким-либо образом? Накажут ли артистов, которые находились на голой вечеринке Насти Ивлеевой, каким-либо образом? Нет, конечно, это обман, да, это обман для толпы, чтобы толпа не бушевала, скажем так, да, потому что толпа бушует, толпа требует освободить их от этих артистов, да, которые порочат честь и славу России. И, конечно же, это обман, что их как-либо накажут, никакого наказания не будут. Это мимикрия, опять-таки, Паж кубков и семерка мечей указывают на обман. Это мимикрия и подстраивание под народ. Вот именно Паж кубков говорит о подстраивании под народ, который бушует, который негодует и которому не нравится то, что происходило в последнее время в СМИ, да, как раз-таки именно о голой вечеринке Насти Ивлеевой идет речь. Нет, не накажут никак и никаким образом. Для чего нужна была эта публичная порка? У меня был следующий вопрос, ну, вы, наверное, уже понимаете, для того, чтобы, скажем так, задобрить народ, да, чтобы народ не считал правительство за дураков. И поэтому правительство сделало так, что артистов якобы наказали. Рублем, естественно, да, чем нас еще могут наказать. Давайте посмотрим сигнификатор Ивлеевой сейчас. Сигнификатор – это настроение, умозаключение, как себя чувствует сейчас Настя Ивлеева. Давайте узнаем. Сигнификатор Анастасии Ивлеевой сейчас. Перевернулась, да? Чего-то боится, кстати говоря, да? Страх.
Страх чего, интересно, да? И мне прям хочется вытянуть вторую карту, несмотря на то, что обычно на сигнификаторе я вытягиваю и на характеристику личности по одной карте. Ну, давайте посмотрим. Боится чего? Боится продвижения дальше этой темы, да, боится, что очень много поклонников, кто был раньше на нее подписан, возможно, отпишется от нее, да, боится продвижения дальнейшего вот этой тематики с голой вечеринкой. Вроде как действительно ей все равно, но в душе, в подсознании бушует страх. Возможно, есть какое-то чувство стыда даже, да, у этого человека, потому что человек все-таки так или иначе совестливый, и так или иначе, просыпаясь в холодном поту, как вот здесь на карте, дома, ночью, она вспоминает какие-то моменты, которые, возможно, ее душе, не ее физическому воплощению, а ее душе не свойственны. И душа мучается, душа страдает. И, конечно же, Настя сама боится то, что продвинется дальше эта тема, да, сначала она хайпанула на этой теме, а теперь ей страшно, что от нее отвернутся какие-то люди, близкие ей, и что это пойдет дальше, из уст в уста, скажем так, да. Это ее сигнификатор сейчас, страх вот этого дальнейшего публичного унижения, скажем так, да, но боится не она сама, не ее физическое воплощение, а ее душа. Следующий вопрос. Самый главный страх Анастасии Ивлеевой. Еще буквально 3 вопроса, друзья мои. Самый главный страх Анастасии Ивлеевой. Самый главный страх Анастасии Ивлеевой, который есть сейчас в жизни, да, чего больше всего на свете боится Анастасия Ивлеева. Некой королевы жезлов, которая занимается черной магией. Королева жезлов – это женщина огненного знака зодиака, очень эмоциональная, импульсивная, темпераментная, с черной кошечкой возле ног. Черная кошечка – это черная магия. Больше всего, чего боится ничего, а кого, хотелось бы мне сказать, да, это конкретно некой женщины, которая обладает черной магией. А чего именно она от нее боится, чего именно от нее опасается? Того, что… Так, они заключили союз с королем кубков и темная луна. Боится не только ее, но боится некого короля кубков, у которого с королевой жезлов заключен договор. Боится вот она этих двоих, да, то есть есть некий король кубков водного знака зодиака, возможно, не водного, возможно, он просто яркий мужчина, который любит погулять, покутить, да, и наслаждается вечеринками, скажем так, да, и вот некий король кубков и некая королева жезлов заключили темный договор по темной луне. И вот именно этих двоих она боится, что они каким-либо образом могут повлиять на ее жизнь, каким-либо образом могут расстроить ее планы. И она боится, что она находится в их заточении. И здесь, конечно же, завязана черная магия, обратите внимание, да. Это те люди, кстати говоря, с которыми она контактирует каждый день. Ну, каждый день, не каждый день, да, но так или иначе в шоу-бизнесе. Вот об этом речь. Чего больше всего боится, это некого короля кубков и королев жезлов. Была ли Ивлеева счастлива как человек до заключения договора и счастлива ли она сейчас? Была ли Анастасия Ивлеева счастлива как человек до заключения темного договора и счастлива ли она сейчас? Была ли Анастасия Ивлеева счастлива как человек до заключения темного договора и является ли она счастливым человеком прямо сейчас? Счастлива ли она была до заключения темного договора и счастлива ли Настя сейчас? Была ли счастлива? Да, была счастлива, дом, семья, все как положено, быт, да. В целом детство, как я уже сказала, у нее прошло неплохо, за исключением того, что отец там чудил, мудрил немножко, да, но в целом ее все устраивало, не хватало только пентаклей и славы, да. А счастлива ли она сейчас? После заключения темного договора. Рыцарь мечей говорит о том, что она вынуждена отстаивать постоянно свою честь и достоинство. И поэтому в ее душе, конечно, маятно. Да? Мечи – это вообще плохая карта всегда. Мечи – это воздух. И мечи говорят о том, что душе, конечно, тяжело, душе, конечно, не просто бороться, простите, не просто бороться ей с ветряными мельницами, скажем так, да, с людьми, в кровь она просто разрывается и раздирает свои руки, скажем так, да, чтобы бороться с народом. Душа борется, душа мается. Именно душа, опять-таки говорю, повторюсь, да, не физическое воплощение, а именно душа мается из-за того, что заключен темный договор. Сначала были жезлы, и все хорошо, затем появились мечи.
Если бы здесь были пентакли, или если бы здесь были тем более кубки, то я бы сказала, что сейчас она счастлива. Но счастливым человеком назвать ее трудно, потому что рыцарь мечей говорит о защите своей территории и отстаивании интересов. И давайте посмотрим будущее Ивлеевой на здоровье, на карьеру, на личную жизнь. Прям буквально 3 карты. Будущее Анастасии Ивлеевой. Будущее Анастасии Ивлеевой, ближайшее будущее, да, сейчас у нас 24-й год начался, давайте там ближайшие полгода, да, будущее Анастасии Ивлеевой, будущее Анастасии Ивлеевой, здоровье, карьера и личная жизнь. По здоровью все прекрасно. Почему? Потому что действует договор с дьяволом, да, и все прекрасно, пока он действует, соответственно, да, это я перешла в новую жизнь, и по здоровью у меня все замечательно. 10 пентаклей – это процветание, это успех, это, соответственно, и процветание всего организма, да, ну, в целом здесь по здоровью все хорошо. По карьере, ну, пока существует магия, в карьере все будет прекрасно. Опять-таки, да, черная магия, пока надо мной черная магия, в карьере у меня будет переть так, что мама не горюй. И что будет с личной жизнью? По магу, кстати говоря, она шагнет дальше, да, у нее, возможно, откроется еще какое-то новое шоу, или, возможно, мы увидим ее опять на экранах большого телевизора, да, нашего с вами, и, возможно, она выступит в каких-то таких узконаправленных передачах, где она будет играть главную роль, скажем так, да, то есть она возвысится за счет черной магии. И личная жизнь. А вот с личной жизнью все худо-бедно, как я уже говорила, условия ее договора, 5 пентаклей, это любовь морального инвалида, скажем так, да, любовь ЛГБТ-сообщества, лесбиянки, все то, что к этому относится. Она должна любить человека однополого, да, относящегося к ней, то есть женщину, соответственно, да, одного пола с собой. Немножко заговариваюсь, извините. Да, здесь 5 пентаклей, любви у нее не будет еще долго, настоящей, искренней любви, потому что здесь выходит карта моральной нищеты. Она поплатилась за свой успех и славу как раз-таки любовью, нормальной семьей и рождением детей. Вот об этом здесь речь. Даже если у нее появится какой-то поклонник, худо-бедно это просто будет для пиара. Это такой пиар-ход. Итак, мы сегодня разобрали Анастасию Ивлееву. Пожалуйста, пишите вопросы, какие у вас есть по этому персонажу, да? Задавайте, возможно, мы сделаем второй расклад. Напоминаю вам, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы также делаем обрядовые свечи своими руками. Заходите, пожалуйста, ко мне на закрытые каналы, на Бусти, где мы освещаем все темы, о которых невозможно молчать, и на канал Юрия Шатунова, это тоже закрытый канал. Ну, а я вас очень люблю, друзья мои. С Новым годом вас еще раз и до новых встреч!